Привет, как дела у всех? Вы заметили? У Тэхёна и Чингука очень особенный способ проводить время вместе. Каждый раз, когда они куда-то идут, они делают это сначала как пара, только вдвоем, как будто хотят сохранить этот момент только для себя, прежде чем привлекать кого-либо еще. Как будто каждая вылазка, каждая поездка и каждый прием пищи в новом ресторане изначально были предназначены для того, чтобы наслаждаться ими вместе без помех. Со временем многие заметили эту закономерность. Сначала Тэхён и Чингук, затем другой участник группы появляется в том же месте через несколько дней или недель. Странно не только совпадение места, всегда есть какая-то деталь, которая подтверждает, что эти двое были там раньше. Слитые фотографии от фанатов или даже публикации, которые, хотя и не говорят об этом напрямую, дают понять, что они разделяют этот момент как пара. Очень яркий пример этого, когда их двоих замечают в известном ресторане, там нет ни персонала, ни членов съемочной группы, только они вдвоем, тихо ели, как будто на свидании, и вокруг никого не было. Было ясно, что это пространство предназначено только для них, как будто они хотели насладиться моментом, не отвлекаясь ни на что внешнее. Некоторое время спустя они взяли Чимина в то же самое место. Фотографии, видео и посты всплыли, подтверждая, что место, которое они посетили с Чимином, ранее посещали Тэхён и Чингук вдвоем. Это был не единичный случай, если вы обратите внимание, то поймите, что они делают это часто. Сначала они посещают место, наслаждаются им как пара, а затем делятся им с друзьями. Было больше похоже на то, что Тэхён и Чингук создавали вместе воспоминания, и, пережив их вместе, они открывали их другим. Как будто они сначала испытали это место интимно, как особое воспоминание об их отношениях, и после того, как этот момент запечатлелся в их памяти, они решили поделиться им с группой. Дело не в том, что они скрывали свои отношения, напротив, были моменты, которые ясно давали понять, что они вместе, что они пара и что они глубоко заботятся друг о друге. Однако они также глубоко ценили своих друзей и с удовольствием возвращались в место, которые стали частью их истории. Существовал баланс между близостью и единением. У Тэхёна и Чингука очень личный подход к построению отношений. Они не слишком выставляют это на показ, но и не скрывают. Вместо этого они позволяют чувствам проявляться в маленьких жестах, в таких решениях, как выйти сначала вдвоем, насладиться моментом, а затем вернуться в то же место с остальной компанией. Речь идет не только о том, чтобы поужинать в ресторане или прогуляться, речь идет о создании общих впечатлений, сохранении их в памяти и превращении их в часть воспоминаний, которыми они делятся с другими. Недавние посты Тэхёна подтверждают это. В одном из постов он показывает себя в том же ресторане, который, судя по дате и некоторым свидетельствам, они с Чингуком ранее посещали вместе. Позже мы видим там всю группу. То, как они появляются сначала вдвоем, а затем все остальные, усиливает мысль о том, что их отношения стабильны, близки и что у них есть свой собственный ритм, который уважают другие. Многие чингуки отказываются принять то, что хотя их любимчик годами демонстрировал особую близость к Чингуку благодаря фан-сервису и работе компании, он слишком хорошо знает, что на самом деле существует между Тэхёном и Чингуком. Каждый раз, когда мы видим их вместе, есть явная связь, это то, как они смотрят прямо друг другу в глаза, как будто все вокруг них исчезают на мгновение, даже когда Чимин находится рядом с ними. Чингук не отрывает глаз от Тэхёна, это постоянное внимание не кажется фальшивым или мимолетным, это признак чего-то более сильного, чего-то, основанного не на том, что фанаты ожидают увидеть, а на том, что они действительно чувствуют. Совсем недавний пример этого – фотографии Чингука, Тэхёна и Чимина, они втроем делят кусок хлеба. То, что для многих кажется просто случайным кадром, для тех, кто внимательно следит за их отношениями, раскрывает еще одну важную деталь. Рука Чингука кажется так близко к руке Тэхёна, ближе, чем должна быть, как будто этот простой жест олицетворяет их самих. Мы также ясно увидели это в песне «Are You Sure?», которая, как некоторые думали, станет для Чингука и Чимина возможностью продемонстрировать более глубокую связь. Но произошло другое, в каждом месте, где они бывали, в каждом занятии Чингук выбирал Тэхёна. Для многих это стало неожиданным ударом, потому что долгое время существовала другая история.
Оглядываясь назад, можно сказать, что так было годами. Чингук всегда был рядом с Тэхёном, независимо от ситуации или места. И именно поэтому не раз и Тэхён, и Чингук подвергались критике. Некоторым было неприятно видеть, как Чингук не реагирует на традиционный фан-сервис, больше не пытается выставить себя кем-то другим. Теперь он кажется гораздо свободнее, он больше не ведет себя по правилам, навязанным другими. Эта свобода отражается в том, как он ведет себя с Тэхёном, что всегда дарит ему чувство покоя, расслабленности, как будто он может быть самим собой. Интересно, что мы говорим не только о публичных моментах или совместных фотографиях, именно последовательность их жестов, взглядов, выбора и совместного молчания создают более ясную картину их отношений. То, как Чингук улыбается, когда он с Тэхёном, то, как он ищет его, то, как он следует за ним, не дожидаясь просьб. Вместо того, чтобы постоянно укреплять отношения, созданные для того, чтобы угодить публике, Чингук решил показывать себя таким, какой он есть, не скрывая того, что для него действительно важно. Эта перемена ощутима, особенно в последние годы. То, как он двигается, то, как он отвечает на интервью, и то, как он взаимодействует с остальной группой, особенно с Тэхёном, отличается. Больше не чувствуя себя скованным или ведомым тем, что хотят видеть другие, Чингук начинает жить более подлинно, и эта подлинность проявляется, особенно когда он рядом с Тэхёном. И хотя некоторые все еще настаивают на том, чтобы игнорировать эти факты, правда в том, что их отношения невозможно скрыть не словами, а тем, что они показывают. Есть история, которую они построили за это время, связь, которая никогда не угасает, и она остается сильной, несмотря на критику и сплетни. Связь между Тэхёном и Чингуком ощутима, даже если многие предпочитают закрывать на это глаза, и сейчас, больше, чем когда-либо, Чингук не боится показывать свои чувства. Возможно, это потому, что он знает, что в конечном счете именно с Тэхёном он действительно принадлежит. Одна из самых особенных вещей в отношениях Тэхёна и Чингука – это то, как они понимают друг друга, не говоря ни слова. Некоторые считают, что все, что они делают перед камерой, это часть представления, как будто каждый взгляд или жест заранее спланирован, чтобы развлечь публику. Однако при более внимательном рассмотрении легко понять, что за этим скрывается нечто гораздо более глубокое. Их связь не кажется наигранной, она не кажется запланированной, естественность их связи ощутима даже в мельчайших деталях. Дело не только в том, как они смотрят друг на друга или прикасаются друг к другу, дело в том, как они располагаются рядом друг с другом, как они реагируют, не задумываясь, когда находятся рядом друг с другом. Связь, которая у них есть, не возникла в одночасье, и ее нельзя было так долго так хорошо притворяться. То, что существует между ними, имеет постоянство, у него есть история, у него есть вес, есть энергия, которая меняется, когда они вместе, как будто атмосфера становится мягче, спокойнее. Кажется, что когда они вместе, все просто встают на свои места. С годами эти отношения стали более реальными. Чингук, например, так сильно изменился, он больше не кажется ограниченным ожиданиями или обеспокоенным соответствием определенному образу. Он начал показывать себя таким, какой он есть, без фильтров, и эта более подлинная версия его самого проявляется наиболее ярко, когда он с Тэхёном. Как будто это общее пространство дает ему разрешение отпустить, быть свободнее, то, как она смотрит на него, как она смеется с ним, как она реагирует на его шутки. Это больше, чем просто интервью или посты в социальных сетях, вместо отдельных жестов у них есть своего рода общий код, словно каждое прикосновение, каждый смех, даже каждое молчание – часть эмоциональной рутины, которую они повторяют не задумываясь, и это не что-то, созданное случайно. Это привычка, своего рода интимный язык, сформированный со временем и доверием. Многие поклонники, годами следившие за их отношениями, отчетливо это понимают. Речь не только о том, что они находятся вместе в одном месте, речь о том, как они вместе, как они ищут друг друга, не глядя, и сопровождают друг друга, не привлекая к себе внимания. Это не значит, что они ведут себя так постоянно, или что у всего есть цель. На самом деле, самое интересное то, что многие из этих вещей происходят без их планирования. Это естественное поведение, повторяющееся снова и снова. Они стали частью их повседневной жизни, и именно это повторение делает их отношения такими прочными, такими реальными.
Мы не говорим о громких заявлениях или впечатляющих моментах, их особенность заключается в повседневности, в мелких деталях, которые могут заметить только те, кто хорошо их знает.